Друзья, всех приветствую! В этом ролике поговорим о дебетовой карте от Альфа-банка. Рассмотрим ее преимущества и не оставим без внимания нюансы, о которых точно стоит знать. В ролике есть тайм-коды на каждый инфоблок. Наверное, стоит сказать о том, что по версии компании Frank Erge, крупнейшего поставщика банковской аналитики, дебетовая карта Альфа-банка в 2023 году является лучшей для массовых клиентов. Так это или нет, разберемся далее. Начнем с того, что карта выпускается и обслуживается абсолютно бесплатно. Это буквально слоган этого продукта – бесплатная. Всегда, без условий. Оформить выпуск можно либо в отделении банка по старинке, приходите с паспортом, берете талончик и общаетесь с менеджером банка, а через несколько дней забираете ее из того же отделения, либо же можно заполнить заявку на сайте банка дистанционно, ссылку на страницу с формой заявки оставил в описании. В заявке вы выбираете удобное время вручения и вам ее доставляют бесплатно, но стоит отметить, что доставка возможна не в каждый населенный пункт. В маленьких городах и поселках карту вероятнее всего не доставят, и нужно будет запросить получение в ближайшем отделении. По открытию нюансы следующие. На данный момент картой можно начать пользоваться только после получения пластика. Выпуск и поддержку новых цифровых карт пока приостановили, причем буквально недавно. Но в принципе, выпуск физической карты занимает от 2 до 5 дней, так что ждать долго не придется. Нюансом также можно считать, что это бесплатное обслуживание касается не всех дебетовых карт, типы которых вы видите на экране. За карту премиум и платежный стикер будет взиматься соответствующая плата. Далее поговорим о том, в чем сейчас соревнуются все в сфере банкинга, о кэшбэке. У Альфа этот показатель довольно неплох. Каждый месяц банк предлагает выбрать 4 категории расходов с 5% кэшбэка, и в дополнение к этим 4 категориям можно выбрать кэшбэк в 1% на все остальные покупки. Можно заменить этот 1% на еще одну категорию с 5%. Всего перечень категорий включает 42 позиции, но нюанс в том, что выбирать вам предлагают всего из 7, включая 1% на все, и эти 7 категорий ежемесячно банк определяет сам. Также каждый месяц можно покрутить барабан кэшбэка, чтобы получить дополнительную категорию с кэшбэком до 100%. Если выпавшая категория совпадает с выбранной, то проценты по ним суммируются, так что лучше сначала прокрутить барабан, а потом уже выбирать. Сейчас у банка проходит акция 3 месяца покупок с персональным кэшбэком 5%. То есть при оформлении карты предлагается выбрать 2 категории, которые зафиксируются на 3 месяца. Это интересно тем, что если у вас есть регулярные траты в определенных категориях, например, заправки или рестораны, то вам не придется в указанный период надеяться на удачу и ждать данные категории в предложении от банка на следующий месяц. Они фиксируются. В рамках акции категории разделены на группы: продукты и рестораны, салоны красоты, одежда и обувь, автотовары, сервисы и АЗС, фастфуд и развлечения. К 2 фиксированным категориям каждый месяц вы выбираете еще 3. То есть, как и в стандартном варианте, суммарно получается 5 категорий с повышенным кэшбэком. Если вы захотите поменять фиксированные категории в течение 3 месяцев, то это можно сделать в личном кабинете банка без каких-либо проблем. И к этому всему есть еще кэшбэк и акции у партнеров. Список партнеров внушительный. В приложении в разделе «Предложения партнеров» или онлайн-кабинете банка вы можете с ним подробно ознакомиться. Все партнеры распределены по группам, и вне зависимости от того, какие категории вы выбрали в этом месяце, вы будете получать еще и кэшбэк по специальным предложениям от партнеров до 50%. Пользователей сервисов Яндекса, в особенности Яндекс.Маркета, порадуют скидки и повышенный кэшбэк при оплате картой Альфа-банка. На Яндекс.Маркете скидка может доходить до 50%. Как начисляется кэшбэк? За каждые 100 рублей, которые вы потратили в той или иной категории. Сумма округляется в меньшую сторону. Например, если вы сделали покупку на 2390 рублей, кэшбэк начислят на 2300. В месяц можно получить до 5000 рублей кэшбэка на стандартном тарифе. Еще один важный показатель – процент по накопительному счету. На сегодняшний день Альфа-банк предлагает до 16% годовых по накопительному счету. Поговорим про то, как карту можно пополнить, что тут с переводами, с внесением и снятием наличных. Пополнить карту можно разными способами. Наличными без комиссии в банкоматах Альфа-банка и партнеров, а также в терминалах Киви. С карты другого банка через СБП, как по мне, самый удобный способ, но лимит на пополнение будет зависеть от условий работы СБП в банке, с карты которого происходит пополнение. Для пополнения или, наоборот, перевода средств в другой банк можно воспользоваться обычным межбанковским переводом, но тут есть нюансы.
СБП сильно упростила жизнь после появления больших комиссий за переводы, поэтому небольшие суммы проще переводить именно так. Лимит по переводам через СБП до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии. На сумму свыше 100 тысяч налагается комиссия 0,5% от нее, но не выше 1500 рублей. За раз можно отправить 300 тысяч рублей, 800 тысяч месячный лимит. Но Альфа-банк также предоставляет возможность переводить средства в другие банки без комиссии, если подключить функцию «Бесплатные переводы» за 149 рублей в месяц, а если сумма покупок по карте составляет более 10 тысяч рублей в месяц, то услуга будет бесплатной. Первые 2 месяца бесплатные в любом случае. Без данной услуги комиссия будет взиматься в размере 1,95%, но минимум 30 рублей. Снять наличные без комиссии можно в банкоматах Альфа-банка и банков-партнеров: Росбанка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка, Банка Открытия, Уральского банка реконструкции и развития, Газпромбанка и МКБ. Лимит на снятие без комиссии в любых других банкоматах 50 тысяч рублей, при условии, что по карте были совершены покупки на сумму более 10 тысяч рублей за месяц. Если снимается сумма свыше 50 тысяч, то взимается комиссия 3,9% от суммы плюс 390 рублей. Ну и еще скажу несколько слов про постоянную акцию «Приведи друга», потому что у Альфы одно из лучших вознаграждений на рынке. За рекомендацию дебетовой карты дадут 1500 вам и 500 рублей другу. Деньги поступят после того, как тот, кому карту порекомендовали, сделает первую покупку. Такие же условия по Альфа-стикеру, а вот за рекомендацию кредитки дают целых 2500 вам и 500 рублей другу. Кстати, про Альфа-стикер я уже упоминал. Его можно оформить как обычную карту, все то же самое, только другой формат. Выпускается он бесплатно и обслуживание тоже бесплатное, при сумме покупок свыше 10 тысяч рублей в месяц. Если сумма меньше, то 49 рублей в месяц. В описании также будет ссылка на витрину Альфа-банка, там можно ознакомиться со всеми продуктами. Закончу обзор коротким личным мнением. Красная карта уже не 1 год является одной из основных в моем кошельке, и моя клиентская лояльность остается стабильно высокой. Надеюсь, и ваш опыт будет таким же позитивным. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, это видео было вам полезно. Всем пока!